Приготовьте, пожалуйста, ваши ладони, потому что сюда поднимается капитан теплохода. Уважаемые дамы и господа, прошу вашего внимания, капитан теплохода Константин Федин, Зотов Владимир Александрович. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас на борту теплохода Константин Федин. Хочу пожелать хорошего отдыха, отличного, хорошей погоды. А я вам подскажу, как это правильно сделать. Внимание, по судну объявлен отбой учебной шлюпочной тревоги. По судну объявлен отбой учебной шлюпочной тревоги. Весь инвентарь в исходное положение. Спасибо.
Люди хотят сфоткаться. В 2023 году с появлением чата GPT полностью, абсолютно, на любых статистиках с большими коэффициентами перекрытия и так далее. То есть эксперты не могут отличить живого человека от какого-нибудь там чата в разговоре длинном и большом. Ну просто по факту, за отведенное время, за час, за два. Хуже того, эти гады, по-другому не могу сказать, поскольку мы не знаем, как они устроены внутри, компьютеры, они умеют имитировать реального человека. Проводятся эксперименты, когда, вот, например, меня допрашивают час, два, 3, 10 часов. Можно 100 часов допрашивать, но я сдамся раньше. А потом на основании моих ответов меня уводят в одну комнату, а компьютер остается в другой комнате, условно. И начинают задавать новые вопросы на ту же самую тему. Про Шопена, про Блока, про Есенина, про Ахматову, про Толстого, ну, например, по литературной части. Ну, допустим, что меня, как модельку, изучали на предмет, что я знаю про современных писателей, по Хемингуэя. И оказывается, что он там с 90% вероятностью отвечает то же самое, что я, на новые вопросы. Уровня, а конкретные под конкретные задачи. Поэтому здесь мы представлены таким красивым, довольным китайцам, потому что они в этом плане Америку обгоняют. Вообще, чтобы этот слайд не относится к делу, но просто сам по себе любопытный, чтобы просто понять, так сказать, объемы некоторых, так сказать, то, что... Наиусов здорово отработал назад. Тайсмит. Высокая скорость у Пинчука, он ее набрал, но шайбы не получил. Домик с резными наличниками. Это дом купцов Евреиновых, известных наших угличан. Они его построили как загородный дом. Ну и сразу же с левой стороны вы видите старинное здание, пожарная каланча, очень украшает наш город. Была построена она в начале 19 века. Проходите, вас не там уже ждет. Целых 32 электрических фонаря. Ну, конечно, местные жители были очень удивлены чудом свету из огня. Многие даже стали брать с собой газеты. Сначала они читали под фонарем с огнем, чуть позже переходили к электрическому. Ну, конечно же, и выбор людей тоже был очевиден. Но вот уже вторая уже боковая, ступенчатая вода, которая подходит по трубам, которые проложили внутри гор Саян. Но вот высота бетонной стены плотины этой станции 242 метра, что является самой высокой в нашей стране. Ну, во-первых, она имеет самое большое количество гидроагрегатов. Здесь их 24. Ну, отсюда и самый протяженный машинный зал, длина которого почти 1 километр. Ну, представьте, идет человек на работу, пока добирается до своего рабочего места и обратно, полдня потерять можно. Как вы думаете, на чем предложили работникам перемещаться внутри машины? Ну, велосипед, абсолютно верно. Ну, правда,
Углический шлюз, это у нас вообще угличане его называют воротами нашего города. Ну, а построен он был в 1941 году. Здесь во время войны, конечно, проходили тоже баржи с грузами. А вообще сыграл неоценимую роль шлюз во время Великой Отечественной войны. Больше 2 миллионов тонн было доставлено и в блокадный Ленинград, в Москву, как вы понимаете. Но вообще он признан самым красивейшим гидротехническим сооружением на всем Волжско-Камском каскаде. Ну, вы, наверное, уже видели шлюз, вы путешествуете по Волге, может быть, вы и согласитесь. А вот Дело в том, что нам очень сильно повезло, как вы понимаете. Мы живем в лучших из миров и на лучшей из планет, которые существуют во всей нашей Вселенной, вообще говоря. И этих везений было несколько и много, одна из которых является Луна. Вот то, что в свое время кто-то прилетел, стукнул по Земле, оторвал кусок и сделал нам Луну, это было большим подарком судьбы. Потому что вот для зарождения жизни просто в океане условий нет. Ну, есть океан, есть вода, есть тепло, ничего интересного не происходит. А вот когда есть Луна, появляются приливы, появляются вулканы, они, правда, были до того. Но теперь уже волны, которые есть в океане, это жидкость, которая там была, то неважно бульон, там неважно Апаринский, еще какой-то, он затекает то в вулкан, то обратно, то в вулкан, то обратно. И я тебе не просто... На берегу готов все к приему, стоит, волнуется простой народ, а также сэры, мэры и забы, мастеровые мужики новые, приятные во всяких отношениях, а впрочем, кто не знает, мы жди. Были живы вот там, почему вот 27 января, например, ой,
так дальше надо смотреть. Надо, понимаете, городок-то крохотный, как на ладошке. А там дальше. Куда ставить? Размещили нашу городскую думочку, поставим там, высоты торговой площади. Что я буду сделать? Целых 15 лет. Почему долго строить? Да потому что на строительство надо. Вот тот дом построили крестьяне Калюкины по Водневской волости для образовательной деятельности крестьян. И там было двухклассное образование. Представляете, крестьяне насколько могли позволить себе денежки, чтобы поставить двухэтажное образовательное училище для образовательной деятельности. И колокольня была снесена. Это полностью убрать поправок, тоже там 12 градусов. Теплее, чем на улице. Да, поручней нет, поэтому аккуратненько, вот можно за спину придержаться, заодно к истории, да, мы с вами прислонимся. Ради бога, только аккуратненько, лесенки неровные, пожалуйста, подлые смотрим, не спешим. Ради бога, аккуратно. Надеюсь, никто просто так палочку не. И тайны 18 века открывают тут купеческих книг. Да, здесь сыло, потому что неотапливаемое помещение, если храм внутри отапливается газовым отоплением, здесь, конечно, нет. Хотя в 19 веке здесь отапливалось колорительными печами. Вот если сами делаете квас, да, то вот как раз там вот на хлебе, да, и это уже как еда. Муж мне говорит, так ты, я не смотрю, что ты квас-то не особо ешь, да? И также и здесь, и как видно рядом было, и ниже вместе с квасом подавали как вместе. Аккуратно только, пожалуйста. По правой стороне аккуратненько подушки смотрите. И когда мы начали водить сюда экскурсии, Леонид Ильич угощал всех туда, прихожан, когда кто-то спускался вниз. Настоящий такой яблочный круг. Угощал. А кто не хочет домой, тоже вкусно. Хорошо, да? закругление ворот, предпочел напрямую сделать передачу Минулину. Барулин с партнерами
Ну и пересекать мы с вами сейчас будем одной из оживленных площадей города Ярославля. Это Красная площадь. Названием своим обязана советская красная власть и назвали в честь Красной гвардии. При царе площадь называлась Семеновская в честь храма, который здесь находился, был снесен в 30-х годах 20 века. На месте храма был выстроен жилой дом, сейчас справа от нас здание желтого цвета с гигантской аркой. Памятным местом у нас в городе является камень, которому я предлагаю вам пройти ближе. На камне вы увидите надпись. На этом месте в 1010 году Ярослав Видели наши храмы ярославские, да? По большей части они украшены у нас изразцами. Это вообще бренд города Ярославля. У нас во всех сувенирных магазинах можно увидеть изразец. Что такое изразец? Да, керамическая плитка, большой прямоугольный. Всегда узор. Он может быть вот такой вот рельефный, вот как у меня, как у вас сейчас рельефные узоры на изразце. Он может быть плоскостным, да? Он может быть вот как бы разноцветным, может быть вообще. Ярославль, каким делом тебе написать? В 1903 году на его открытии присутствовал первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. Памятник изображен на лицевой стороне 1000-рублевой купюры. Справа здание 1847 года строения, доходный дом, который принадлежал купцу Пастухову, и тогда, в середине 19 века, занял собой целый квартал. Газета «Ярославские губернские ведомости» писала: до пожара здесь стояло до 10, если не более домов. Теперь стоит один дом, не виданный нам до тех пор, исполинского роста в 3 этажа. Слева вновь полюбуемся храмом Богоявления. На первом этаже этого доходного дома были магазины. На втором этаже
Как бы вам размер передать? Огромный. Вот мы с вами находимся в первом зале нашего единственного в России музея пейзажа, который открыл свои двери в 1997 году. И не случайно именно в нашем городе возникла идея создания такого музея. Портрет. С этой стороны. Сейчас мы тут посмотрим. В настоящее время. И там вот эти чердачные, они сейчас идут. Десятилетий там пластиковые окна, шифер, это все решится в Восточном. Но когда туда войдешь, там сохранились эти стеклянные. Была такая же, как сейчас. И слом был лучше острова.
начальник, на месте сидели чиновники, это присутственное место. И один раз в месяц собирались учебные работы. То есть это те, кто рассматривал дела по главной запутанной. Поэтому все это рождалось вот тут. Рядом дворянское собрание, трехэтажное здание дворянского собрания, видимо, со стройкой связано тоже. Он ночевал в нем много раз, на третьем этаже останавливался, вот там, где маленькие окошки, на третьем этаже. Это гостиница, доход расширилась и затопила большое количество частично дворянской собрания. Хотели ставить в театре родившиеся пьесы по пьесам Александра Николаевича Островского. Он в связи с этим и создавался, чтобы популяризировать его творчество. И ставили первоначальные его пьесы. Но очень быстро закончился сезон, 2 месяца, и никакого настоящего торжества практически не было организовано. А настоящее торжество пришлось на следующий сезон, когда его открывали 28 сентября. Настоящее помещение, не это помещение, это советское новое. В этих помещениях стало связано с подобным, если вот такая что прилетающий фотон цепляет за собой второй с той же частотой, в том же направлении летящий. Не очевидно абсолютно. Когда я потом буду освещать лазером урановое стекло, оно будет во все стороны светить. То есть не совсем лазерное излучение, а совсем другое, просто люминесценция, возбуждение. А тут так получилось, что туда же, куда летели. Если бы это было бы не просто урановое стекло, а специально активная среда в состоянии возбуждения, то мой, грубо говоря, синий луч на выходе получился бы тоже синим, но в 100 раз сильнее. Вот так работают современные лазерные установки для синтеза активные элементы, через них излучения. И вот угулял.
бесценную родную вечность, нижний Новгород. Хорошо, что ты есть, благодарю за бесценную